Прежде чем рассматривать эти влияния, начал Гурджиев, и законы преобразования единства во множественность, рассмотрим фундаментальный закон, создающий все явления во многообразии или единстве всех вселенных. Это закон трех, или закон трех принципов, трех сил. Он проявляется в том, что любое явление, в каком бы масштабе оно ни происходило, от молекулярных до космических, представляет собой результат сочетания или встречи трех различных и противоположных сил. Современная мысль принимает наличие двух сил и их необходимость для того, чтобы возник какой-нибудь феномен. Сила и противодействие, положительный и отрицательный магнетизм, положительное и отрицательное электричество, мужские и женские клетки и так далее. Но она не всегда и не везде находит даже эти две силы. Относительно же третьей силы вопрос никогда и не ставился. А если кто-то его поднимал, остальные ничего не слышали. Согласно истинному точному знанию, одна или две силы не в состоянии произвести какое-либо явление. Необходимо присутствие третьей силы, ибо только с ее помощью первые две могут произвести в той или иной сфере то, что называется феноменом. Учение о трех силах – корень всех древних систем. Первую силу можно назвать активной, положительной, вторую – пассивной, отрицательной, третью – нейтрализующей. Но это всего лишь название, потому что на самом деле все три силы одинаково активны и предстают в качестве активной, пассивной и нейтрализующей только в точке своей встречи, то есть только по отношению друг к другу в данный момент. Две первые силы человеку более или менее понятны. Иногда можно открыть в точке приложения сил и третью, или в виде посредника, или в виде результата. Но, вообще говоря, третья сила не является легко доступной для прямого наблюдения и понимания. Причину этого следует искать в фундаментальных ограничениях обычной психической деятельности человека и в основных категориях нашего восприятия феноменального мира. То есть в наших восприятиях времени и пространства, вытекающих из этих ограничений. Люди не способны непосредственно воспринимать и наблюдать третью силу. Она доступна им не более, чем восприятие в пространстве четвертого измерения. Но, изучая самого себя, проявление своей мысли, свое сознание, свою деятельность, привычки, желания и тому подобное, человек может научиться наблюдать и видеть в себе действие трех сил. Предположим, например, что человек желает работать над собой, чтобы изменить некоторые черты своего характера и достичь более высокого уровня бытия. Его желание, его инициатива – это активная сила. Инерция же всей его обычной психологии и психической жизни, оказывающая противоположное влияние на инициативу, будет пассивной или отрицательной силой. Эти две силы или уравновесят друг друга, или одна из них победит другую, но в то же время окажется чересчур слабой для какого-то дальнейшего действия. Таким образом, эти две силы будут, так сказать, вертеться одна вокруг другой, и никакого результата не получится. Так может продолжаться в течение всей жизни. Человек ощущает желание и инициативу, но вся его инициатива уходит на преодоление привычной инерции жизни, и при этом не остается ничего для той цели, на которую она была направлена. Так продолжается до тех пор, пока не появится третья сила, например, в форме нового знания, которая сразу же показывает преимущество и необходимость работы над собой, поддерживая таким образом и укрепляя инициативу. При поддержке этой третьей силы инициатива победит инертность, и человек приобретет активность в желаемом направлении. Примеры действия трех сил и моменты вхождения третьей силы можно найти во всех проявлениях нашей психической жизни, во всех феноменах жизни человеческих обществ и человечества, равно как и во всех явлениях окружающей природы. Но для начала достаточно понять общий принцип.
Любое явление, какова бы ни была его величина, неизбежно является проявлением трех сил. Одна или две силы не могут произвести явление. И если мы наблюдаем в чем-то остановку, бесконечное топтание на месте, можно сказать, что в данном случае не хватает третьей силы. Стараясь понять это обстоятельство, необходимо в то же время помнить, что люди не способны наблюдать феномены как проявление трех сил, потому что мы не в состоянии видеть объективный мир, оставаясь в субъективном состоянии сознания. А в субъективно наблюдаемом феноменальном мире мы видим в явлениях только действие одной или двух сил. Если бы мы могли обнаружить в каждом действии проявление трех сил, тогда мы увидели бы мир таким, каков он есть, увидели бы вещи в себе. Но здесь нужно помнить, что явление, которое кажется простым, может на деле оказаться очень сложным, то есть быть результатом сочетания нескольких триад. Мы знаем, что нам не под силу видеть мир таким, каков он есть, и это должно помочь нам в понимании того, почему мы не в состоянии обнаружить третью силу. Третья сила есть свойство реального мира. Субъективный же или феноменальный мир, доступный нашему наблюдению, обладает лишь относительной реальностью. Во всяком случае, его реальность не является полной. Возвращаясь к миру, в котором мы живем, мы можем теперь сказать, что в абсолютном, равно как и во всех прочих мирах, действуют три силы – активная, пассивная и нейтрализующая. Но поскольку в абсолютном, в силу самой его природы, все составляет одно целое, эти три силы также являются собой одно целое. Сверх того, образуя одно независимое целое, эти три силы обладают полной и независимой волей, полным сознанием, полным пониманием самих себя и всего, что они делают. Идея единства трех сил в абсолютном составляет основу многих древних учений о единосущной и неделимой Троице, о Тримурти, Брахма, Вишну, Шива и так далее. Три силы абсолютного, составляющие одно целое, разделяются и соединяются по собственной воле и собственному решению. В пунктах соединения они творят явления или миры. Эти миры, созданные волей абсолютного, целиком зависят от его воли во всем, что касается их собственного существования. В каждом из них также действуют три силы, но поскольку каждый из этих миров теперь является собой не целое, а лишь часть, три силы в нем не составляют уже единого целого. Теперь налицо три воли, три сознания, три единства. Каждая из этих трех сил содержит в себе возможность всех трех сил, но в точке встречи трех сил, в точке их соприкосновения, она проявляет только один принцип – активный, пассивный или нейтрализующий. Все вместе эти три силы образуют троичность, которая производит новые явления. Но это уже другая троица, не та, что была в абсолютном, где все три силы составляли неделимое целое и обладали единой волей и единым сознанием. В мирах второго порядка три силы разделены, и пункты их встречи имеют другую природу. В абсолютном момент и точка встречи определяются их единой волей. В мирах второго порядка, где более нет единой воли, а существуют три воли, каждый исходный пункт определяется отдельной, независимой от других волей. Поэтому и пункт встречи оказывается случайным или механическим. Воля абсолютного создает миры второго порядка и управляет ими, но она не управляет их творческой работой, в которой появляется механический элемент. Вообразим абсолютное в виде круга, а в нем представим множество других кругов, миров второго порядка. Возьмем один из этих кругов. Абсолютное обозначим числом 1, потому что в нем три силы составляют единство. Меньшие же круги обозначим числом 3, потому что в мире второго порядка три силы разделены. Три разделенные силы в мирах второго порядка, встречаясь в каждом из этих миров, создают новые миры третьего порядка. Возьмем один из таких миров. Миры третьего порядка, созданные тремя силами, которые действуют наполовину механически, более не зависят от одной лишь воли абсолютного.
а подчиняются еще и 3 механическим законам. Эти миры созданы 3 силами. Будучи созданы, они проявляют 3 новые свои собственные силы. Таким образом, число сил, действующих в мирах 3-го порядка, равняется 6. На диаграмме круг 3-го порядка обозначен числом 6, 3 и 3. В этих мирах создаются миры нового 4-го порядка. В мирах 4-го порядка действуют 3 силы мира 2-го порядка, 6 сил мира 3-го порядка и 3 силы собственного порядка, или всего 12 сил. Возьмем один из этих миров и обозначим его числом 12. Будучи подвластны большему числу законов, эти миры еще дальше стоят от единой воли абсолютного и являются еще более механичными. Миры, созданные внутри этого мира порядка, будут управляться 24 силами. 3 плюс 6 плюс 12 плюс 3. Те же миры, которые будут созданы внутри их, будут управляться 48 силами. 3 силы мира, следующего сразу за абсолютным, 6 сил следующего мира, 12 идущего за ним, 24 еще следующего и 3 собственные силы. Миры, созданные внутри мира 48, будут управляться 96 силами. 3 плюс 6 плюс 12 плюс 24 плюс 48 плюс 3. Миры следующего порядка, если они есть, будут управляться 192 силами. И так далее. Возьмем один из многих созданных в абсолютном миров. Мир 3. Это будет мир, изображающий общее число звездных миров, сходных с Млечным Путем. Возьмем мир 6. Это будет один из миров, созданных внутри мира 3, а именно скопление звезд, которое мы называем Млечным Путем. Мир 12 будет одной из звезд этого Млечного Пути, нашим Солнцем. Мир 24 будет миром планет, то есть всеми планетами нашей Солнечной системы. Мир 48 окажется Землей, мир 96 – Луной. Если бы Луна имела спутника, это был бы мир 192 и так далее. Цепь миров, звенья которой составляют абсолютное, все миры, все Солнца, наше Солнце, планеты, нашу Землю и Луну, представляет собой луч творения, в котором мы находим и себя. Луч творения является для нас миром в полном смысле этого слова, поскольку абсолютное порождает множество, возможно, бесконечное множество разных миров, каждый из которых начинает новый и отдельный луч творения. Порядка, созданные 3 силами, которые действуют наполовину механически, более не зависят от одной лишь воли абсолютного, а подчиняются еще и 3 механическим законам. Эти миры созданы 3 силами. Будучи созданы, они проявляют 3 новые свои собственные силы. Таким образом, число сил, действующих в мирах 3-го порядка, равняется 6. На диаграмме круг 3-го порядка обозначен числом 3 силы абсолютного, составляющие 1,6, 3 и 3. В этих мирах создаются миры нового 4-го порядка. В мирах 4-го порядка действуют 3 силы мира 2-го порядка, 6 сил мира 3-го порядка. Далее, каждый из этих миров содержит в себе множество миров, представляющих собой дальнейшее разделение луча. И опять из этих миров мы выбираем только один – наш Млечный Путь, состоящий из множества солнц. Но и из этого множества мы выбираем одно солнце, ближайшее к нам, от которого мы непосредственно зависим, в котором живем, движемся и пребываем. Каждое из других солнц означает новое дробление луча, но мы не в состоянии изучить все эти лучи таким же образом, как наш луч, в котором мы находимся. Внутри Солнечной системы мир планет находится к нам ближе, чем само Солнце, а среди мира планет ближайшей к нам планетой является Земля, планета, на которой мы живем. Нам нет необходимости изучать другие планеты так же, как мы изучаем Землю. Достаточно взять их все вместе, то есть в значительно меньшем масштабе, чем мы берем Землю. Число сил в каждом мире – 1, 3, 6, 12 и так далее – указывает на число законов, которому подчинен данный мир.
Чем меньше в этом мире законов, тем ближе он к воле абсолютного. Чем больше в нем законов, тем больше механичность, тем дальше он от воли абсолютного. Мы живем в мире, подчиненном действию 48 порядков законов, то есть очень далеко от воли абсолютного, в очень далеком и темном углу Вселенной. Таким образом, луч творения помогает нам установить и понять наше место во Вселенной. Как видите, мы еще не подошли к вопросу о влияниях. Чтобы понять разницу между влияниями разных порядков, мы должны лучше уяснить закон трех, а затем еще один фундаментальный закон – закон 7 или закон октав.